как фармацевтические корпорации покупают правительство, убивают людей и называют это бизнесом. Представьте себе корпорацию, которая знает, что ее продукт убивает людей. Знает это из собственных внутренних исследований. Знает это из докладов своих же ученых. И продолжает продавать его, продолжает рекламировать его врачам, продолжает лоббировать его одобрение регуляторами, потому что прибыль важнее жизней. Это не сценарий фантастического фильма. Это задокументированные, доказанные в судах факты, которые касаются нескольких крупнейших фармацевтических корпораций мира. Сегодня мы расскажем о 5 историях, каждая из которых в отдельности является одним из крупнейших преступлений против человечества в современной истории. Интрига, подкуп, сфабрикованные данные, купленные регуляторы и десятки тысяч смертей, которых никто не понес уголовной ответственности. Но именно 5 глава ударит сильнее всего, потому что она о лекарстве, которое было изобретено более 100 лет назад, которое стоит копейки в производстве и которое 3 корпорации превратили в инструмент для выкачивания денег из умирающих людей. Люди в развитых странах умирали, потому что не могли позволить себе его купить. Досмотрите до конца. И поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это важнее, чем кажется. Фармацевтическая промышленность является одной из наиболее прибыльных отраслей мировой экономики. Совокупная выручка крупнейших фармацевтических компаний мира ежегодно исчисляется триллионами долларов. По своей рентабельности фарминдустрия стабильно обгоняет нефтяные компании, банки и технологических гигантов. Это само по себе не является преступлением. Медицинские исследования действительно дороги. Разработка нового препарата действительно занимает годы и требует огромных инвестиций. Именно этим обоснование высоких цен и монопольных патентов было принято обществом и закреплено законодательно. Но в какой-то момент что-то сломалось. Логика научного поиска и помощи людям уступила место логике максимизации акционерной стоимости любыми доступными средствами. А поскольку средства у этих корпораций практически не ограничены, в их арсенал вошли подкуп врачей, фальсификация клинических испытаний, захват регуляторных органов, уничтожение конкурентов и систематическое сокрытие информации об убивающих людей побочных эффектах. 5 историй, которые вы услышите сегодня, это не исключение, это система. В 1996 году американская фармацевтическая компания Purdue Pharma вывела на рынок обезболивающий препарат под названием OxyContin. Действующее вещество препарата, оксикодон, является мощным опиоидом, то есть веществом того же класса, что и морфин, и героин. Но Purdue Pharma продвигала его как революционное, безопасное и практически не вызывающее зависимости средство от хронической боли. Врачи получали щедрые вознаграждения, бесплатные поездки и образовательные гранты за то, что выписывали OxyContin пациентам в больших объемах. Торговые представители компании посещали врачебные кабинеты по всей Америке с конкретными целевыми показателями роста выписки рецептов. Компания знала. Внутренние документы, ставшие публичными в ходе судебных процессов, доказали, что руководство Purdue Pharma было осведомлено о высоком аддиктивном потенциале препарата с самого начала. Они знали, что пациенты, начавшие принимать OxyContin по рецепту врача, становятся зависимыми. Они знали, что препарат перепродается на черном рынке и используется как наркотик. Они продолжали продавать. То, что произошло дальше, вошло в историю как опиоидный кризис. Миллионы американцев стали зависимыми от рецептурных опиоидов. Многие из тех, кто не мог получить рецепт или не мог позволить себе дорогой препарат, перешли на героин и синтетические опиоиды, прежде всего фентанил.
По данным американских органов здравоохранения, с конца 90-х годов по начало 20-х годов от передозировки опиоидами в США погибло более 500 тысяч человек. Это больше, чем погибло американских солдат во Второй мировой войне, Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых. Семья Саклеров, владевшая Purdue Pharma, за эти годы заработала около 11 миллиардов долларов. Компания была признана виновной, объявила о банкротстве и выплатила компенсации жертвам. Но члены семьи Саклеров, лично принимавшие решения о маркетинговой стратегии, уголовного преследования так и не понесли. Они пожертвовали часть денег музеям и университетам, которые охотно называли в их честь галереи и библиотеки. Имена этих галерей потом тихо переименовывали, когда скандал достиг своего пика. В 1999 году американская фармацевтическая корпорация Merck получила одобрение регулятора для выведения на рынок нового обезболивающего препарата Vioxx. Препарат позиционировался как более безопасная альтернатива традиционным нестероидным противовоспалительным средствам для пациентов с артритом и хронической болью. Реклама была масштабной, продажи стремительно росли, и к 2003 году Vioxx принимали около 80 миллионов человек по всему миру. В 2004 году Merck отозвала препарат с рынка после того, как стало неопровержимо очевидно, что он существенно повышает риск инфаркта миокарда и инсульта. Но последующие судебные процессы и ставшие публичными внутренние документы компании показали, что Merck знала об этих рисках значительно раньше. Внутренняя переписка сотрудников компании, датированная 1998 годом, за год до получения одобрения регулятора, свидетельствовала об осведомленности о кардиологических рисках. Одно внутреннее электронное письмо, ставшее знаменитым в ходе судебных процессов, содержало фразу о необходимости уничтожения любого врача, осмеливающегося публично задавать неудобные вопросы о безопасности препарата. Это не метафора, это дословно зафиксированная позиция. По оценкам независимых исследователей, в частности ученых из Гарвардской медицинской школы, применение Vioxx стало причиной от 60 тысяч до 140 тысяч случаев сердечно-сосудистых катастроф в США, значительная часть которых завершилась смертью пациентов. Merck урегулировала большинство судебных претензий, выплатив в общей сложности около 4 миллиардов 850 миллионов долларов компенсаций. Уголовного преследования топ-менеджеров, принимавших решения о сокрытии данных, не последовало. Компания продолжила работу и сегодня остается одним из крупнейших фармацевтических концернов мира. В 2012 году британско-американская фармацевтическая корпорация GlaxoSmithKline заключила соглашение с американским министерством юстиции о выплате штрафа в размере 3 миллиардов долларов. На тот момент это был крупнейший штраф в истории фармацевтической промышленности. Список нарушений, признанных компанией, занимал несколько страниц. Компания на протяжении многих лет продвигала антидепрессант Paxil для лечения депрессии у детей и подростков, хотя препарат был одобрен регулятором только для взрослых. При этом компания скрывала от врачей и пациентов результаты клинических исследований, показывавших, что препарат не только неэффективен для несовершеннолетних, но и повышает у них риск суицидальных мыслей и поведения. Когда внутреннее исследование выявило эти данные, компания приняла решение их не публиковать. Вместо этого врачи, выписывавшие Paxil детям и подросткам, продолжали получать от представителей GlaxoSmithKline
рекламные материалы, в которых препарат описывался как замечательно эффективный. Помимо этого, компания в течение многих лет систематически подкупала врачей, оплачивая им роскошные поездки на курорты, оплачивая их участие в ресторанных встречах, выплачивая вознаграждения за чтение лекций, которые фактически являлись замаскированной рекламой препаратов. Корпоративные документы фиксировали эти расходы как образовательные и маркетинговые, создавая юридическое прикрытие для того, что по существу являлось коррупцией медицинского сообщества. $3 миллиарда штрафа звучат внушительно, но в год выплаты этого штрафа выручка GlaxoSmithKline составила около 26 миллиардов фунтов стерлингов. Штраф, эквивалентный примерно двухнедельной выручке компании, был включен в операционные расходы. Никто из высшего руководства, принимавшего решение о сокрытии данных, не был осужден. Бизнес продолжился. Одним из наиболее системных и наименее обсуждаемых механизмов фармацевтической коррупции является то, что в США получило название «вращающиеся двери». Это практика, при которой высокопоставленные чиновники регуляторных органов, ответственных за одобрение лекарственных препаратов, после завершения государственной службы переходят на хорошо оплачиваемые позиции в тех самых компаниях, которые они еще недавно контролировали. И наоборот, выходцы из фармацевтической индустрии занимают руководящие посты в регуляторных органах. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, известное как FDA, является главным мировым регулятором в сфере лекарственных препаратов. Его решения об одобрении препаратов определяют, что будут принимать сотни миллионов людей. Исследование, проведенное в 2016 году и опубликованное в авторитетном медицинском журнале, показало, что более половины сотрудников FDA, покинувших ведомство в период с 2001 по 2010 год, впоследствии работали на фармацевтические компании, препараты которых они ранее оценивали на государственной службе. Европейское агентство по лекарственным средствам, орган Европейского Союза, столкнулось с аналогичными обвинениями. В 2016 году его исполнительный директор был вынужден уйти в отставку после скандала, связанного с его одновременными консультациями для фармацевтических компаний. Расследование, проведенное европейской некоммерческой организацией Corporate Europe Observatory, выявило систематические конфликты интересов в составе экспертных комитетов агентства, значительная часть членов которых имела финансовые связи с компаниями, препараты которых они оценивали. Это не индивидуальная коррупция отдельных чиновников. Это структурный конфликт интересов, встроенный в саму архитектуру системы регулирования. Когда человек, принимающий решение об одобрении препарата сегодня, знает, что завтра именно эта компания может предложить ему позицию с шестизначным годовым доходом, механизм независимой экспертизы перестает существовать как таковой. А теперь история, которая, возможно, злит сильнее всех предыдущих вместе взятых. Потому что она о лекарстве, которое спасает жизни миллионов людей каждый день. Потому что она об изобретении, которое было намеренно сделано общедоступным 100 лет назад. И потому что она о том, как 3 корпорации превратили это изобретение в механизм вытягивания денег из умирающих людей. В 1921 году канадский ученый Фредерик Бантинг совместно с коллегами открыл инсулин, гормон, без которого больные сахарным диабетом первого типа умирают. До этого открытия диагноз диабет первого типа был приговором, обычно в течение нескольких месяцев.
Бантинг и его коллеги продали патент на инсулин Университету Торонто за $1. Они сделали это сознательно и принципиально, потому что считали, что открытие, спасающее жизни, не должно принадлежать корпорации. Бантинг получил Нобелевскую премию. Инсулин стал доступным. Прошло 100 лет. Сегодня около 500 миллионов человек в мире страдают диабетом. Производство инсулина в промышленных масштабах обходится примерно в несколько $, за флакон по оценкам независимых фармакоэкономистов, в частности, исследователей из Ельского университета, опубликовавших соответствующие расчеты в 2018 году. Около 90% глобального рынка инсулина контролируют 3 корпорации: датская Novo Nordisk, французская Sanofi и американская Eli Lilly. И именно они определяют, сколько за него платить. В США флакон инсулина в 2020 году стоил в среднем от $100 до $300. Тот же самый препарат того же самого производителя в Канаде стоил от $10 до $30. В Германии, во Франции и в большинстве европейских стран цены регулируются государством и остаются на уровне в несколько раз ниже американского. Эта разница в цене не объясняется разными производственными издержками. Она объясняется тем, что в США фармацевтические компании имеют право устанавливать любую цену, потому что годами успешно блокировали любые законодательные попытки это право ограничить. Лоббистские расходы фармацевтической отрасли в США ежегодно превышают расходы любого другого сектора экономики на лоббирование и составляют сотни миллионов $, в год. Что это означало на практике? Американцы с диабетом первого типа, не имеющие страховки или имеющие недостаточное страховое покрытие, были вынуждены рационировать инсулин. Это медицинский термин для обозначения практики, при которой человек принимает меньше лекарства, чем необходимо, потому что не может позволить себе полную дозу. Рационирование инсулина приводит к диабетическому кетоацидозу, тяжелейшему и потенциально смертельному осложнению. Задокументированные случаи гибели молодых американцев от рационирования инсулина начали появляться в прессе в конце 10-х годов и вызвали широкое общественное возмущение. 26-летний Джош Уилкинер умер в 2017 году, пытаясь растянуть запасы инсулина после того, как перестал получать страховое покрытие родителей. Его случай стал символом, но не был единственным. Одновременно с этим те же самые 3 корпорации последовательно и агрессивно боролись против распространения более дешевых версий инсулина в развивающихся странах. Патентные барьеры, стратегические ценовые соглашения и юридическое давление на производителей дженериков были инструментами, которые применялись для сохранения рыночного контроля. По данным организации Médecins Sans Frontières, недоступность инсулина и других жизненно необходимых медикаментов ежегодно уносит жизни сотен тысяч людей в странах с низким уровнем доходов. Эти смерти не фиксируются в корпоративных отчетах. Они не отражаются на котировках акций, но они происходят. В 2023 году под давлением общественного скандала и законодательных инициатив все 3 корпорации объявили об ограничении цены инсулина в США $35 за флакон для пациентов с определенными видами страховки. Это был шаг, который они могли сделать в любой момент предыдущих 20 лет. Они не делали его, пока давление не стало невыносимым. И даже это ограничение распространяется не на всех пациентов и не на все препараты. 100 лет после того, как Фредерик Бантинг продал патент за $1, чтобы никто не умирал от диабета из-за денег, люди все еще умирают от диабета из-за денег. 5 историй, 500 тысяч погибших от опиоидов,
Десятки тысяч сердечных приступов от скрытого побочного эффекта. Антидепрессанты, повышающие риск суицида у детей и выписываемые детям. Регуляторы, работающие на тех, кого они должны контролировать. И инсулин, изобретенный как дар человечеству и превращенный в инструмент извлечения прибыли из людей, умирающих без него. Ни одна из этих историй не является секретом. Все они задокументированы в судебных материалах, в научных публикациях, в парламентских расследованиях. Но ни в одной из них высшее руководство компаний, принимавшее решение о сокрытии данных и продолжении продаж смертоносных препаратов, не получило реального уголовного наказания. Компании платили штрафы. Штрафы включались в операционные расходы. Бизнес продолжался. Это происходит потому, что у фармацевтических корпораций есть нечто более ценное, чем любой конкретный препарат. У них есть системный контроль над тем, как принимаются решения о здравоохранении в самых влиятельных государствах мира. Через лоббирование, через финансирование медицинского образования, через вращающуюся дверь с регуляторами, через финансирование политических партий. Пока эта система существует в нынешнем виде, следующий скандал не просто возможен. Он уже происходит где-то прямо сейчас. Если этот выпуск заставил вас задуматься, поставьте лайк и подпишитесь. Следующий выпуск будет не